Где-то на сайте я прочитал, что лодки длиной 4-7 метра – это самые спрашиваемые, самые эксплуатируемые, используемые нашими водомоторниками лодки. Для того, чтобы сделать что-то по-настоящему интересное в этом сегменте, в котором предложений очень много, надо сделать нечто, наверное, эксклюзивное. 475-й финвал так и проектировался. Много лодки под небольшой мотор. Лодка для рыбалки, она должна быть очень большой, удобной. Но чем больше ширина лодки, тем она медленнее ходит. В 475-м финвале мы соединили и хорошие ходовые качества, и максимальное количество места, которое в размере 4,7 метра можно себе, в принципе, наверное, представить. Основное отличие рыбацкой лодки от всех остальных – широкий подиум. Это удобно на рыбалке, когда ты можешь разойтись с партнером. Это удобно тогда, когда ты хочешь прилечь. А здесь можно прилечь. Внутренняя ширина 1,92 м. И несмотря на то, что лодка сравнительно легкая, ты можешь по ней ходить и не ощущать никакого дискомфорта от того, что ты перемещаешься или перемещается кто-то из твоих напарников. В большой широкой лодке должно быть много места для того, чтобы положить туда какие-нибудь полезные вещи. Что справа, что слева. Есть рундуки под спиннинги. В каждой полке может храниться по 2 спиннинга, один длиной 3 метра, один длиной 2,5 метра. И спиннинг всегда будет в безопасности храниться и всегда будет готов к рыбалке. Помимо полок, в самом подиуме есть масса рундуков для того, чтобы складывать всяческие вещи. Здесь рундук под тент. Он большой. В него вмещается, кроме тента, масса всяких полезных вещей. Долго описывать не буду, каждый себе сам может придумать, что сюда положит. Он вот такой вот ширины. Это 1 метр 43, если я не ошибаюсь, сантиметра. Кресло. Под креслами 2 рундука. В этих 2 рундуках, так, чтобы представить себе объем, вмещается 20-литровая канистра. Впритык по длине и еще по сторонам остается место. Кому-то из рыбаков это место хорошо для снастей, кому-то из отдыхающих на креслах это место хорошо для мини-бара. Здесь можно держать продукты. Это и вот тот носовой рундук – это самые удобные рундуки для доступа, поэтому они чаще всего используются. На подиуме должно быть место под кресло, ставится более длинная стойка, ставится кресло, оно съемное, захотелось, сел, порыбачил. Очень интересный и удобный рундучок для того, чтобы легко до него добираться в тот момент, когда ты находишься за рулем. Понятное дело, как во всех финвалах, полочка закрытая, в которую вода не попадает. Полочка, на которую можно кидать всяческие снасти. Есть рундучочек для документов, для самых всяческих мелких полезных нужных вещей. Рундук сухой, в нем можно хранить все, достаточно безопасно для водички. О самоотливном рецессе. Незаливаемость его обеспечивается достаточно высокими, как мы у себя на работе называем, ушами по 2 сторонам от двигателя. Даже если что-то попадает по правую и левую сторону от двигателя, то попадает в очень большой по объему самоотливной рецесс. За время испытаний, за время эксплуатации, пользования на протяжении полугода ни разу не было такого, чтобы вода попала на наш подиум. Еще одна позитивная черта 475-го финвала. Пару слов о посадке водителя. На консоли можно устанавливать 8-ку, 9-ку, 12-й по размеру эхолот 12 дюймов. Все влазит, главное, чтобы поставить правильный кронштейн, выставлять так, чтобы по высоте было удобно. Не сильно оно закрывает обозрение, потому что посадка достаточно высокая, удобно.
Очень удобно использовать подстаканники для того, чтобы туда складывать всякие джиг-головки. Ничего оттуда не вылетает. Место, куда можно положить мобильный, откуда никакие там мобильные и прочие сигареты, если вы курите, не улетают. Во-первых, нету ветра, во-вторых, оно находится в нише. Пару слов о ковролине. Ковролин стриженный, как все морские ковролины, которые используются в судостроении. За них не цепляются крючки, ты можешь и зацепить, и отцепить. С одной стороны, удобно то, что ты можешь вытащить. С другой стороны, если ты вот так вот зацепишь, ничего не выпадает, ты можешь себе все борта вот таким вот образом развешать теми приманками, которыми ты работаешь в данный конкретный момент. Как и у всех финвалов, между консолей есть слив. Вся вода, которая попадает на носовую палубу и может оттуда стекать, она вся проходит между консолей, никаких ручейков сюда не попадает, сливается к помпе. Ну, 2 слива, естественно, предусмотрены здесь в кокпите лодки. Теперь я вам расскажу о носовом кокпите, и потом уже перейдем к тому, как мы вот эту вот широкую лодку сумели сделать достаточно быстро. На носовой палубе у нас есть несколько рундуков, впрочем, так, как и во всех финвалах. Один большой рундук под вещи, под рыбацкие снасти, под крупногабаритный груз. Сюда действительно удобно, много можно всего загрузить. Следующий рундук – это аэратор. У него 2 крышки. Почему 2? Потому что одной рукой ты держишь рыбу, а другой рукой ты открываешь крышку. Если у тебя крышка большая, то рыба может разогнаться, выпрыгнуть. В случае с 2 сравнительно небольшими крышками это практически исключено. Сам аэратор достаточно большого объема, он уходит назад, вперед по оси лодки. Во время движения это исключает выплескивание из аэратора воды. Остался один рундучок. Рундучок под грязные вещи, мы так называем. Много всякого можно положить сюда, и запасной якорь, и ведро для того, чтобы помыть лодку, и какие-то там кранцы. Да, в принципе, что бы то ни было. Опора под кресло точно так же, как и на корме. Ты кресло берешь, переставляешь, как бы сидишь, рыбачишь. Ну и по планшерю, по верхней части борта есть специальный паз под Т-образный болт, для того, чтобы можно было закрепить все, что тебе захочется, начиная от спиннингодержателя, столика, коробочки для инструментов, бывает, цепляют шашлычницы, чтобы потом ты мог все это легко демонтировать, чтобы у тебя не оставалось отверстия в лодке. В состоянии водоизмещения лодка имеет очень большую ширину по ватерлинии, а это обеспечивает ей очень неплохие, невалкие свойства, которые дают возможность бегать по палубе, не боясь крена, не боясь вылететь за борт. 475 имеет очень маленькую ширину глиссирования, а соответственно и сопротивление в воде. Это дает ему большую скорость, это его изюминка, это самое главное его достоинство. Еще один немаловажный фактор ходовых характеристик лодки – это ее грузоподъемность, то, как качественно она выходит на глиссирование. В 475-м финвале встроенные трансовые плиты. Они позволяют вывести лодку на глиссирование с большим количеством веса, и грузоподъемность у лодки, соответственно, повышается. В тот момент, когда лодка в движении, все эти трансовые встроенные плиты воды не касаются, соответственно, не влияют на ходовые характеристики лодки, не уменьшают ее скорость.
Это еще одна, вторая, дополняющая скоростные характеристики лодки, изюминка 475-го. И, наверное, его отличительная черта среди всего, что на сегодняшний день есть на рынке.